Бренд Мори представляет. Ну что, добрались? Мы-то добрались. Приветствую. Наконец-таки это свершилось. На минувшей неделе железный рейтинг вырвался в Краснодар, где сегодня живет и тренируется Дмитрий Трубин. Опа! Теперь это не кувалда, теперь это молоток. Также мы заглянули в Москву на первый турнир Лиги ПАО, куда приехал проверить свои силы Антон Корчин. Форма, считаю, хорошая форма. Готовился 1,5 месяца. И это лишь малая часть их интересных событий и героев, которые попали в объектив железного рейтинга за эти дни. Хотя работать нам порой было очень непросто. Вот сегодня впервые я приехал в гости к Роману. Воочию увидел, насколько он большой, еще раз. И мы едем в аэропорт, потому что он сказал, что, Василий, ты меня не поставил на первое место в выпуске, поэтому нечего тебе делать в моем городе. Лети-ка ты домой, обратно в Питер. Такие вот дела. Ну хоть Роман Шорин из Краснодара нас и вытеснил, истории из этого путешествия мы все равно вам расскажем. Некоторые из них мы расскажем прямо сейчас. Ну, например, о том, насколько большая банка у мистера Банки. Накачать, набрать 111 за счет одних рук. Это вообще, он сумасшедший парень. Ну или как отреагировал Ларри Уиллс на грозный вызов Низами Тагиева. Send me location. Сейчас узнаем самую главную новость у Низами. Низами, Ларри тебе локацию сбросил. А вот выпуск о том, как обустраивается на кубанской земле один из сильнейших рукоборцев-тяжеловесов планеты Дмитрий Трубин, перебравшийся недавно в Краснодар из Казахстана, вам придется немного подождать. Здесь и материала побольше, и история посложнее. Пока здесь так страшно смотрится, но в принципе, когда все облагородится, покрасится, это перила тоже я сам варил, ступени делал. В последующем будущем будет заход в баню. Перила, заливали перекрытие, полностью кидал, тоже сам для себя профессию электрика освоил, электричество полностью все делал. Ну вот буквально недавно за день, как вы приехали, вставил все окна новые, тоже сам ставил, кстати. Короче, электрика, кончик, стараемся. Пойдемте. Ну а перед началом всех этих историй скажем, что во все свои путешествия железный рейтинг отправляется вместе с брендом Мори. Поэтому у нас в сумках и чемоданах всегда полный порядок. Познакомиться с продукцией Мори вы можете по ссылке в описании к этому видео. Ну а мы возвращаемся в Краснодар. В столице Кубани железный рейтинг снимал не только армрестлинг. Ведь изначально все визиты в этот солнечный, гостеприимный город были связаны с бодибилдингом. В 2014-16 годах здесь кипели нешуточные спортивные сражения. Говорят вообще, что ББ умер. И в Краснодаре, в этой южной столице российского бодибилдинга, умер одним из первых. Так это или нет, мы сейчас узнаем у человека, который должен это знать точно, у Адама Абакарова. У человека, который наводил ужас на всех столичных бодибилдеров. Привет, Адам. Привет, Василий. Рад тебя видеть. Взаимно. Помчали? Поехали. Скажи формат, что нам нужно? Бодибилдеров навести? Нам нужен бодибилдинг. Понять, что осталось от былого величия. То есть, может быть, все хорошо, понимаешь, мы же не знаем. Не думаю, что так хорошо, как было раньше. Постараемся какой-нибудь контент тебе создать. Но ты выглядишь не хуже. Нет, я так сейчас только начал входить в свой режим. Думаю, все будет хорошо. Железный рейтинг своих героев не забывает. И вне зависимости от состояния пациента, мы имеем в виду бодибилдинг, мы не могли отказать себе в удовольствии вновь встретиться с Адамом Абакаровым, который не раз становился героем наших выпусков. Многие наверняка помнят его грозный боевой клич. У меня много кличей, наверное, детский вес, наверное, да? Да, когда последний раз повторял себе это? Ой,
Скажу так, как только я перестал наращивать большие объемы ног, вообще, если мы посмотрим на бодибилдинг сейчас, на мой бодибилдинг, за столько лет бодибилдинг по-настоящему доставлять удовольствие начал только сейчас. Имеется, я всегда кайфовал от тренировок, но когда у тебя стоят жесткие задачи, я об этом говорил, реально едешь на тренировку с сильным чувством страха, потому что есть ответственность, ты понимаешь, что есть вот такой вот колоссальный вес, надо его преодолевать, ты знаешь, как тебе будет больно, тяжело, и это все очень сильно, как говорится, нагнетает. Сейчас я еду, я тренируюсь тяжело, я устаю, мне иногда бывает плохо на тренировках от сильной интенсивности. Но нету вот этих колоссальных космических каких-то весов и нагрузок, и фраза «детский вес», они сейчас все детские эти веса. Сейчас веса все детские, поэтому как бы очевидно, когда это была штанга за 300, там 300 плюс, тогда эта фраза имела какой-то смысл. Сейчас она смысла не имеет никакого. Но давайте вернемся к главной теме нашей с Адамом беседы. Неутешительного состояния, в котором сегодня находится соревновательный бодибилдинг. При том, что людей, которые хотят тягать железо, от этого меньше не стало. Потому что продолжают каждый месяц открываться новые клубы, заполнены народом, люди с удовольствием тренируются, очень много стало спортивных ребят, девочек. И если взять именно развитие фитнеса в плане как спорта, именно массового, он сейчас находится на пике. Если мы берем именно соревновательный спорт, именно бодибилдинг, в легких номинациях народу сейчас много. Бикини, там, мэнс-физик и все остальное. Если взять именно тяжелый бодибилдинг, к сожалению, он ушел даже не на второй, а, наверное, уже там на третий план. Очень невысокую ступень занимает. Есть у соревновательного бодибилдинга шанс? Я очень на это надеюсь. Но опять же, шанс появится тогда, когда над этим начнут работать наша верхушка. Над этим начнет работать наша верхушка. Все зависит от них. Не хочу быть пессимистом, знаю, что на меня многие обижаются, но скажу так, они бодибилдинг убили, им его и восстанавливать, если они хотят, чтобы бодибилдинг был тот, давайте скажем так, тот бодибилдинг, которым они сами занимались когда-то, тот бодибилдинг, который их поднял, который их на эти места посадил, который сделал их звездами, если они вернут этот бодибилдинг сейчас, тогда да. Согласен с Адамом и Евгением Борисенко, владелец клуба 50 Gym, куда Адам привез железный рейтинг в доказательство того, что любовь к телостроительству и у людей, и у бизнеса никуда не пропала. Рынок на подъеме. Да. Почему тогда бодибилдинг умер, соревновательный? Или он не умер? Даже не знаю, если честно, что с ним вообще и как. Но факторов много, начиная от лиги, наверное. От тех людей, которые завязаны в этом спорте. От плохого менеджмента? Менеджмент, страдает. И вот после этого интервью в клуб приехал 200-килограммовый Роман Шорин. И, как вы помните из начала нашего выпуска, выдворил железный рейтинг за пределы Краснодара. Роман, мы не в обиде, ведь нас ждала Москва, где, между прочим, светило не менее жаркое солнце. Первым столичным героем в этот раз для железного рейтинга стал Низами Тагиев. Потому как после нашего недавнего выпуска многие из зрителей написали нам, что мы подобрали для Низами слишком сильного соперника. Но сам Низами так не считает. Я абсолютно понимал, против кого я борюсь и каковы у меня шансы. И хоть видео попытались объяснить, что тяжело бороться после того, как ты полдня поднимал на бицепс. Это меня никто не заставлял, то есть я сам поднимал. И это тоже не означает, что если бы я был свеж и полон сил, то я бы заборол Сергея Богослова. Нет, но дал бы больше борьбы и смог бы включать свои сильные стороны. Мне было очень приятно с ним побороться, то есть когда я вышел из зала, я действительно, почему-то у меня такое ощущение было внутри, как после очень тяжелой тренировки, что я стал, чуть-чуть, но стал сильнее. Руки не болели?
4 дня руки болели. Я начал уже через 2 дня тренировать, потихоньку разгружать их, ну и пришли в себя. А так еще, грубо говоря, неделю не было тяжелых тренировок, потому что, хотел полностью восстановить связки. Но такой боли, как в начале, то, что тоже я вот заметил, меня радует, такой боли, как в начале, да, когда болели связки, вот так вот, как зубная боль, прям ныли, ее уже нету. То есть больше контроля движения и, грубо говоря, все равно становятся крепче и связки, и сухожилия. Кстати, Ларри Уиллс этот выпуск посмотрел и на вызов Низами ответил. Ларри тебе локацию сбросил? Локацию, да. Приезжаю в Дубае. Правда, когда состоится этот поединок, мы не знаем. Но уже сегодня Низами консультирует американского атлета в вопросе строгого подъема на бицепс. Я вижу слабость, грубо говоря, также пока в кистях, предплечьях, что не хватает ему для того, чтобы не переводить движение на переднюю дельту, а создать именно движение с рук. Ему пока больно заворачивать кисть, потому что, не знаю, я думаю, многие сталкивались с той проблемой, кто поднимает на бицепс. Болевые ощущения вот с этой части, да, то есть я как бы знаю, как их убрать, и сказал, что ему над этим надо работать. Вот. Посмотрим, если он будет над этим работать, то он сможет поменять движение и показать достойный результат. Но пока на ближайшее будущее я ориентируюсь на то, что выйти на 105 килограмм. То есть для него это будет очень хороший показатель, как для начинающего все равно спортсмена именно в этом движении. Он очень сильный человек, то есть сам по себе, понятное дело, то, что там жим без экипы 300, это колоссальный результат, даже для его 130 килограммов. Да, мышечной массы, то есть все равно это очень большой показатель. Вот я уже молчу о приседаниях, становой тяге. Ларри парень сильный, мы не спорим. Но у нас в России, матушки, есть свой герой, который последнее время не перестает удивлять и устрашать всех своими силовыми. Это Антон Корчин. Сами посмотрите. То он 40-килограммовую гантель на 20 повторений делает, то 190-килограммовую штангу жмет, то полтинник на луч, как пушинку затаскивает, то 100 на 6 повторений на кисть закручивает. Не человек, а бульдозер какой-то. И именно Антон Корчин отобрал главный приз у Низами Тагиева на турнире по строгому подъему на бицепс, который вы видели в 5-й серии нашего проекта «Самый сильный бицепс». В чем секрет силы Антона? Наверное, скорее всего, в тренировках. Потому что я вижу, как он тренируется в зале. Это 6 дней в неделю. Дает часа по 3 тренируется. В этом, наверное, весь секрет. Так вот, Антон Корчин стал одним из участников первого российского турнира Лиги ПАЛ. И железный рейтинг решил посмотреть, насколько вся его сила работает за столом для армрестлинга. Но мы же с вами знаем, что поднятые килограммы в армрестлинге не всегда трансформируются в победы. Пойдешь абсолютно? На левый пойду точно. На правую не знаешь? На правый не знаю, но правый я больше уверен, чем на левый. Чего ты сомневаешься по поводу правой абсолютки? Не знаю. Меня просто пугали чуть-чуть психологически, все равно. Немножко. Они там чемпионы всякие. Ничего, будем бороться. Мне кажется, что он волнуется, что его уже запугали тут грозными соперниками. Да вот нет, кстати, мы ехали, очень долго обсуждали. Вообще он не волновался. Как он говорил, что это первые соревнования, на которые он едет почти без волнения. А так вообще раньше на соревнованиях, да, он такой эмоциональный человек. То есть он всегда переживал, а в этот раз почему-то нет. Сестра сказала, что ты ее объедала и воровала ее конфеты. Это правда? Бывало такое, да. И сейчас объедаешь. Особенно ночью. Ночью, да? Любитель ночью поесть. Таким был всегда спортивным или вообще как? Да, 7 лет он в спорте. Ему очень нравится спорт. Футбол он также любит играть. Он очень это любит. Он молодец, очень добрый. Спорт — это вообще его жизнь, он без этого не может. А ты за него волнуешься? Волнуюсь очень, что меня так трясет. Я до слез вообще болею за него, как никто здесь. Ready, go! Стоп! Как оказалось, переживать за Антона было абсолютно не нужно. Он уверенно выиграл и свою категорию, и абсолютку.
А вот о чем нам точно стоит волноваться, так это о том, чтобы к декабрю открыли все границы. А то не видать нам полноценного злотого тура. Впервые может произойти так, что не у Польши будет проходить золотой тур. Самое главное в этом всем то, чтобы на это событие хотя бы имели возможность попасть все желающие. То есть нужно выбрать такую страну, в которой, скажем, каждый может купить билет и прилететь посмотреть. Польша на сегодняшний день практически закрыта для Восточной Европы. Когда вот эта вот точка невозврата? Точка невозврата будет приблизительно под конец сентября, после окончательных переговоров и принятого решения. Если это будет страна, в которой мы сможем все собраться, по крайней мере, гипотетически я имею в виду, что каждый может в ту страну его пустить, то тогда мы просто объявляем и едем. Надеемся, что все будет хорошо, и Игорь Мазуренко сможет подарить всем любителям армрестлинга очередное красивое спортивное шоу. Но чтобы не заканчивать выпуск на такой неопределенной нотке, давайте вновь вернемся в солнечный Краснодар, где мы, помимо всего, сняли очередной выпуск проекта «Цирк или реальная сила». Хотя, скажем честно, снимать уже не планировали. Думали, что все вопросы уже сняты. А нет, народ продолжает нас закидывать пугающими видео со своих тренировок. Проговорили, да, буквально, ребят, не монтаж. Вот только мы поговорили об этой теме, и мне вот присылают фотографию на вот эту тему, о которой мы говорили. Я понимаю, что этот парень сильный, он крутой, потому что я вот так не сделаю, я сразу говорю. То есть я старый мешок, там, пенсионер, я так не сделаю. Но при чем здесь армрестлинг, мне не очень понятно. Так вот, о том, как правильно тренировать бицепс в армии, мы поговорим позже. А сегодня узнаем, насколько же большие банки у Сергея Евтушенко. Или это так, оптическая иллюзия? Скажи, как часто тебе задают вопрос про симптомы? Да, слава богу, в последнее время вообще не задают. Так чисто, если на улице где-то мимо пройдешь. Раньше были истории. Такое затишье проходит, потом, смотри, я это в Ютубе видел, это синтол. Не знаю, сейчас вроде никто не задает. Наверное, просто банки сдулись, поэтому. Сейчас проверим, сдулись или нет. Что-то я заволновался. Меряем честно в натяг. 53 сантиметра ровно. Померяем предплечье так, как его надо мерить, а не так, как это делает большинство. То есть вот по самой, скажем так, да, широкой части, 43,5 сантиметра. А люди в основном это делают вот так. Вот прям вот так сделай. У меня, кстати, особой разницы, по-моему, нет. Сейчас она будет. И делают я даже не представляю, да, как они вот тут зажимают и как-то вот так накручивают. Вот, чтобы, два оборота. Да, 2 оборота, чтобы там казалось, что там, вообще вот какие-то 46, например, вот я сейчас сделал Сереге. Сразу с 43, 46, 3 сантиметра добавил. Окей, с банками разобрались. Теперь давайте узнаем про спортивные планы Сергея Евтушенко. У меня все планы на золотой тур и все, что с ним вокруг него связано, да. Пока что тренируемся и надеемся, что вся ситуация в мире восстановится, чтобы можно было строить какие-то дальнейшие планы, потому что сейчас загадывать не получается. Как прошлый золото для себя оцениваешь? Да, достаточно хорошо. В новой весовой категории, в супертяжелой, 3-е место. В принципе, в полуфинале с Тобиасом подзацепились. У меня, конечно, скажем так, не получилось побороться, подзарубились, но травма не дала дальше поработать. Вот. Посмотрим, как будет в этом году. Если вес не будет сильно заскакивать, может быть, и до 105 вернусь. Вот, будем посмотреть. А какой вес сейчас у тебя? Сейчас 111. Но я себя, если честно, на супертяжи морально пока не чувствую, по крайней мере. Вы понимаете, что 111, это вот из этих 111, 70% это руки. Если бы Сергей начал качать грудь, спину и ноги, я думаю, что там все 140, и он был бы полноценным тяжеловесом. А так, набрать 111 за счет одних рук. Это вообще, он сумасшедший парень.
И вот на этой веселой нотке мы и заканчиваем наш сегодняшний выпуск. Не забудьте поставить лайк и поделиться этим видео со своими товарищами по качалке. Это важно. А мы прощаемся с вами. До скорых встреч!